Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. В сезон овощей, баклажанов, помидор и перца хочется что-то приготовить вкусное, оригинальное и менее затратное по времени. Я вам предлагаю приготовить икру из баклажанов. Для рецепта мы берем баклажаны, перец, морковь, лук, чеснок, соль, сахар, яблочный 6% уксус и помидоры. Я их уже перекрутила предварительно и прокипятила. У меня получился томатный сок. Определенных пропорций я никогда не придерживаюсь. Те, у кого есть огород, меня прекрасно поймут. Когда собираешь огромное количество овощей, хочется их по максимуму утилизировать. И поэтому икра у меня всегда отличается по вкусу. Итак, приступим. Начинаем экономить время. Я взяла 2 противня, простелила их фольгой. Баклажаны и перец хорошо промыла. И начинаем с перца. Выкладываем перец на фольгу. Вот так вот плотненько. Готово. Ставим перец запекаться в разогретую до 160 градусов духовку. Нам не надо, чтобы перец и баклажаны горели, надо, чтобы они у нас протушились. Баклажаны тоже отправляем в духовку. В процессе запекания мы будем один раз перец и баклажаны переворачивать. Пока запекаются баклажаны и перец, мы займемся морковью и луком. Еще один ингредиент, который я забыла упомянуть, это растительное масло. Берем сковороду, наливаем растительное масло и ставим на разогрев. Дальше лук нарезаем, но будем резать не мелко кубиками, а просто вот такими вот кусочками. Дальше морковь. Тоже не надо резать маленькими кусочками. Разрезаем, обжариваем. Морковь и лук периодически помешиваем. До готовности делаем, чтобы они у нас были мягкие. Через некоторое время начинаем проверять баклажаны и перец, чтобы они сильно не подгорели снизу. Все равно, что температура у нас есть. Поэтому достаем противень, переворачиваем. Перчику хватит один раз перевернуть его, а баклажаны, может быть, мы будем переворачивать еще 2-3 раза. Готовые перец и баклажаны я перекладываю в миски и закрываю крышками, для того, чтобы потом хорошо снималась шкурка. Теперь можно снимать, вот они еще теплые, парят. Например, начну с перцев, да? Баклажаны пока закрою, пусть еще постоят. И покажу, как очищается теперь хорошо перец. Мне надо вот эту шкурку снять. Вот, она прям снимается прекрасно. Очищаем перец от шкурки и от семян. И убираем плодоножку. Запеченный перец дает много сока. Он никуда не девается, он нам пойдет в икру. Даже вот то, что осталось в мисочке, все равно мы это оставляем. Так, дальше занимаемся баклажанами. Удаляем хвостик. И также снимаем вот шкурку. Очищаем баклажаны. Подготовленный перец, баклажаны и морковь с луком перекручиваем через мясорубку. Перекладываем все в большую кастрюлю. Так, и теперь можно добавлять сок томатный. Но главное здесь не переборщить, чтобы не получилась икра очень жидкая. Поэтому добавляем немного. Перемешиваем. Смотрим по консистенции. Так, можно еще добавить, потому что икра все равно будет немного вывариваться. Лишняя влага испарится. Так, я думаю, вот этого вот достаточно будет. Теперь включаем нагрев и доводим икру до кипения. Когда икра уже закипела, появляются такие маленькие вулканчики. Немножко огонь убавляем. Выдавливаем через пресс чеснок. Добавляем соль. Соль и вот сейчас еще сахар добавлю.
сахар. Но все это мы делаем по вкусу. То есть, когда перемешаем, пробуем, снимаем пробу, регулируем все. Варим икру, периодически помешивая 15 минут. За 5 минут до готовности икры добавляем уксус, перемешиваем и варим 5 минут. Раскладываем готовую икру по стерилизованным баночкам. Теперь икру будем стерилизовать в воде в кастрюле. На дно кастрюли укладываем тряпочку, наливаем воду, ставим на разогрев. Выставляем теперь на тряпочку банки, сколько у нас влезет. Так. Крышки не закрываем, они просто вот так вот сверху стоят. Воды должно быть, ну, по крайней мере, по плечике почти. Почти у меня получается. Сверху крышка у меня не накрывается, поэтому я сверху накрою миской большой. Ставлю нагрев, довожу до кипения. И как только вода закипит, стерилизуем литровые банки 20-25 минут. Через 25 минут можем отключать нагрев. Убираем миску. Достаем баночки и плотно их закручиваем. Дальше баночки ставим в теплое место. Хорошо их укутываем и оставляем так до полного остывания. После баночки прекрасно хранятся при комнатной температуре в обычной кладовке. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок!